суровая, забытая Богом пустыня на юге Ирака. Здесь дует самый жестокий и беспощадный песчаной бури. Но сегодня мы увидим другой вид шторма. Мы открыли огонь из главных орудий, мы видели взрывы. Я взглянул через обзорную трубу и сказал: «О, да». Я был впечатлен нашим противником. Второй бронекавалерский полк армии США столкнулся с механизированной дивизией Тавалкана Республиканской гвардии Ирака. Мы понимали их желание быть хорошими воинами, которые не отступают и стоят на своем. Даже умирая, они не сдаются. Две танковые армии сошлись на узком участке пустыни. Битва 73 Истинг стала одной из самых ожесточенных в этой войне. Это была последняя крупная битва 20 века. Roger, solid between echelon counterattack. Roger, solid. 5 was working at Burya. I got. And white 1, black 6, just get. Границы Ирака и Саудовской Аравии. February 24 февраля 1991 года. Американские танки движутся по пустыне Саудовской Аравии в сторону границы с Ираком. Это всего лишь часть межнациональной армии, которая пыталась выдавить Саддама Хусейна из Кувейта. После окончания ирано-иракской войны у Саддама появилось две проблемы. У него была огромная бездействующая армия, которой было нечем заняться. Вторая проблема — это разрушенная после ирано-иракской войны экономика. И что сделал Саддам Хусейн, когда ему понадобились деньги? Поступил, как поступили бы многие. Ограбил банк, который располагался по соседству. Этим банком оказался Кувейт. Иракские танки и пехота пересекли границу богатейшего нефтью Эмирата в течение 36 часов. Саддам проигнорировал требования Соединенных Штатов о немедленном прекращении войны. ООН отправила в Ирак коалиционную армию в 620 человек во главе с Америкой, чтобы показать диктатору свое место. Саддам понимал, что он рискует, но у Саддама в голове зародилась мысль, что слабость Америки в неспособности переносить поражение. Он посчитал, что эта война может быть повторением ирано-иракского столкновения, что он сможет одержать победу на своей земле, и американский дядюшка первый пустит слезу. Вся стратегия Саддама была построена на том, что после нескольких неудач американские войска захлебнутся, и их с легкостью раздавят силы Саддама. Он собрал одну из самых больших армий в истории Ирака, 51 из 66 своих дивизий он сконцентрировал в обороне. Саддам развернул 16 пехотных дивизий и 2 танковых корпуса на границе с Саудовской Аравией, чтобы сдержать атаку коалиционных сил. Лучшие свои силы он оставил в резерве. 8 дивизий республиканской гвардии, около 1000 танков и 120 тысяч человек были приведены в полную боевую готовность, чтобы в нужный момент провести контратаку и разбить выдвинувшиеся силы коалиции.
Ему ничего больше не оставалось, кроме плана по защите Кувейта. Но их проблема была в том, что коалиция не хотела играть по правилам иранцев. Они не верили, что коалиция продвинется на запад. Там их ждала пустыня и сплошное бездорожье. Ирак не верил в то, что коалиция двинет свои силы на запад, потому что сами иракцы уже пытались там пройти и потерпели неудачу. Там были ужасные условия, никаких дорог. Совершать маневры казалось невозможно. Но у нас была новая технология, которую не знали иракцы — система глобального позиционирования. Это была первая война с применением GPS. Спутниковые технологии помогали силам коалиции проникнуть в Ирак через западное направление, в обход главных линий обороны и с выходом на незащищенный правый фланг. В 11 часов 7-й корпус армии США достиг границы Ирака с Саудовской Аравией. Мы привезли мощные колонки, мегафоны по 25 киловатт каждая на крышах «Хаммеров». Они должны были передавать сигналы о добровольной капитуляции. Но мы проигрывали композицию «Поездка по Валькирии», когда пересекли границу Ирака. Было приятно на это смотреть, но там ничего не было. Наши войска двигались на северо-восток, они не встречали сопротивления. Нет, конечно, мы сталкивались с небольшими группами, но после нескольких выстрелов они сдавались. Negative, I can't hear toes over Delta's company tack. Net ID 793. Седьмой корпус армии США двинулся глубже в Ирак, но со скоростью улитки. Командование приказывало остановиться. Они подумали и сказали, если дела у них идут неплохо на Востоке, то назовем операцию «Истинг». Продолжим наращивать наступление на этом направлении. Это было похоже на провал. Атака не была молниеносной, она была очень медленной, мы чуть замешкались, и они остановили нас. Я сижу за рулем 50-тонного танка в полной боевой готовности. Я иду 60-70 км в час. И вы говорите мне остановиться? Вы знаете, противник в том направлении. Я должен двигаться вперед. Никто ничего не видел и не понимал. Никто не мог сделать точных выводов. Перед нами не стояли Паттон, Роммель, Гудериан вместе взятые. Никто не подошел к моему танку и не спросил, что ты думаешь об этом? К концу второго дня эффект внезапного нападения и стратегической инициативы иссякли. Иракцы поняли, 7-й корпус армии США отрезан и пытается окружить их силы в Кувейте. В этот момент иракское руководство продемонстрировало полную компетентность в военном вопросе. Они понимали, что происходит. Более того, они понимали, что противостоять 7-му корпусу на этом театре военных действий пока не могут. Если они попытаются остановить это соединение Лов-Лов, то от них и следа не останется. И единственный выход — это отвлекать атаками по флангу и отступать лучшим силам гвардии. Но все же они выставили лучшие свои войска против этого соединения американских дивизий. Instead, they're going to have to put their best formations in front of those American divisions. There you go. Come on. Иракцы выстроили свою линию обороны на 90 километров вдоль северо-западной границы Кувейта. 2 пехотные и 2 танковые дивизии Республиканской гвардии должны были защитить северную половину оборонительной линии.
На юге, напротив выдвинувшихся американских соединений, расположился сам Саддам с лучшими своими силами. Эти солдаты понимали, что они лучшие из лучших, элита войск Ирака, профессиональные убийцы, контрактники, которые будут сражаться до конца. И даже умирая, они не сдадутся. Мы уважали их. Мы знали, что они способны на все, мы знали, что их очень много. У них были тонны оружия. Мы это понимали. Больше всего нас беспокоили их танки. И, конечно, больше всего мы опасались Т-72. Больше всего. Советский танк Т-72, известный в Ираке как «Лев Вавилона», был основой всех танковых соединений Ирака. 125-миллиметровая пушка уничтожала цель на расстоянии 1800 метров. Этот монстр весит 41 тонну. Толщина его брони 300 миллиметров. Он развивает скорость до 60 километров в час. Это делало тяжелый танк Т-72 одним из самых быстрых и смертоносных в мире. Саддам выставил около 1000 таких танков вдоль своей линии обороны. В поддержку им были брошены сотни вооруженных единиц техники, таких как советский БМП. Казалось, что республиканская гвардия более чем готова к вторжению. Этой мощи противостоял 7-й корпус армии США с сотнями Брэдли, перевозящих пехотинцев и более 1000 танков. Самым мощным из них был танк М1А1 «Абрамс». Roger, it's the 918. Roger, solid copy, tango. «Абрамс» вооружен 120-миллиметровой высокоскорострельной пушкой и защищен композитной броней, толщина чистого металла доходит до 609 миллиметров. Он в 1,5 раза тяжелее Т-72, но при этом такой же быстрый. Это делает его самым сильным танком на полях сражений. К концу дня, 25 февраля, эти два соединения оказались в 14 километрах друг от друга. Утро 26-го очень рано, 4:30 или 5, точно не помню, мы получаем приказ и распределение по целям республиканской гвардии. Найти и уничтожить. Раннее утро было очень рано. Практически ничего не видно, видимость 20, может быть, 30 метров. Ужасно. Мы должны были уничтожить обороняющегося противника при нулевой видимости. Но абрамсы знали свое дело. Им помогла система тепловизоров, которая различала тепловые цели даже в условиях такой ужасной видимости. Мы двинулись вперед в полной темноте. Но мы различали горячие точки противника. Взвод Макмастера достиг 73-го истинга, линии долготы на глобусе, и столкнулся с передовыми постами дивизии Тавалкана. На этом посту обороны находились пехотинцы с противотанковыми орудиями и минометами. Здесь по нам впервые открыли огонь. Мы не понимали, что идем параллельно дороге, ведущей прямо на позиции противника. Битва 73 Истинг, последнее крупное танковое сражение 20 века, началась.
«26 февраля 1991 года. Прошло 2 дня с того момента, как коалиционные силы во главе с США вторглись на юг Ирака в попытке обойти силы Ирака с фланга и вытеснить их с территории Кувейта. В ответ на это наступление Саддам Хусейн выставил 5 элитных дивизий республиканской гвардии, в том числе и механизированную дивизию Тавалкана. Западнее 73-го Истинга выдвинувшиеся силы коалиции во главе со 2-м бронекавалерским полком армии США уже столкнулись с республиканской гвардией. Здесь мы впервые попали под обстрел противника. Мы выставили 9 танков, они двинулись на эту деревню. Я раздавал команды. Впереди деревня. Прямо. Двигаемся прямо. Слушай мою команду. Быть готовым к бою. Это означало, что все должны сконцентрироваться на этой деревне, навести стволы, разобрать цель во вражеском стане. И когда все готово, мы должны были произвести одновременный огонь из 9 главных орудий. Мы атаковали прежде, чем они смогли нас достать. Грин сказал, что готов. Уайт тоже готов. Я скомандовал огонь. 9 танков одновременно атаковали цели. Нам поступил приказ продолжать движение на восток. В этот момент я понял, я ощутил, что мы непосредственно входим в контакт с обороняющимися силами противника. Тогда я принял решение, что наступление должно возглавить танковое формирование. Это означало, что на острие атаки выдвигались танки Абрамс, а машины пехоты Брэдли должны были идти за ними. По приказу Макмастерса, все орудия были приведены в полную боевую готовность. Мой танк шел во главе. Мы поднимали огромный столб песка, видимость упала. Но у нас тоже было преимущество. Песчаная стена прикрывала наши танки. Природа была на нашей стороне. Это была естественная маскировка. Мы вышли на позицию прямо напротив обороняющегося противника. Наши танки оказались на холме. Такая позиция была удобна для противника, улучшался обзор, уменьшалась дистанция обстрела. Но, к сожалению, у них не было подходящей оптики и системы огня, чтобы противостоять танкам М1. Их техника устарела. Я видел 8 вражеских танков, которые занимали оборонительные позиции, и я приказал: огонь, огонь из САБа. Это означало массированный удар по всем распределенным целям с применением специальных боезарядов. Танк Абрамс обладает 2 видами высокострельного вооружения. САБа — бронебойный заряд, использующий обедненный уран. И снаряд для уничтожения танковой брони, кумулятивный заряд, применяемый против тяжелого вооружения противника. Мы навели пушки на первые цели. Своим огнем мы выводили танки из строя. После второго взрыва башни отлетали от корпуса танка. Моя башня поворачивает влево, и мы уничтожаем еще один танк. Мы уничтожили 3 танка, даже не входя в их радиус действия. Я посмотрел направо и увидел взрыв около танка Макмастера. Я не мог понять, были это мины или огонь артиллерии. Мой заряжающий, Рью Джон, закричал: «Ты только посмотри на это!» Look at this. Я взглянул через обзорную трубу и сказал: «О, да». Я был впечатлен нашим противником.
Я увидел перед собой 10 или 15 танков, выстроенных по фронту, и видел, как их башни двигались. Я представил, как танкисты республиканской гвардии безнадежно разворачивают башни танков Т-72 против нас. Ужасно. Но мой танк попал на минное поле. 70-тонный танк подпрыгнул. Меня оглушило, и я упал на пол. Водитель ударился головой, потом испуганно спросил, что это за чертовщина. Я ответил: не обращай внимания, продолжай движение. Вперед! Мы прошли минное поле. Но перед нами появилось 2 вражеских танка. Мне доложили: сэр, танки перед нами. Я посмотрел на нашего стрелка. Он навел пушку на танк противника, но колебался. «Сэр, мне стрелять? Открыть огонь?» Я закричал: «Черт, стреляй, наконец!» Мы обошли еще один танк и выстрелили. Только после этого я увидел, что наша группа подбила огромное количество вражеской техники. Фактически иракское командование было дезориентировано. Они до последнего считали, что их атакуют самолеты, а американские танки. Но даже осознав, что происходит на поле боя, они не успели перестроить свои танки, потому что не ожидали, что американские танки так быстро приблизятся к их позициям. Американская тактика сработала. Скорость помогла запутать иракцев. Это работало. Иракцы не могли поверить, что эти огромные мощные танки могут двигаться с такой скоростью. Эта тактика была впервые применена Эрвином Роммелем, танковым генералом Германии во Второй мировой войне. Танки М1 и 1 Абрамс прекрасно подходили под такую тактику боя. Цель всегда была на мушке благодаря системе стабилизации. Ты мог двигаться со скоростью 40-50 км в час и метко стрелять по целям. Когда на тебя нападает 70-тонный монстр, срабатывает эффект столбняка. Считаю, после такого удара ни один бурат не в состоянии оправиться. Мы прорвались к командному пункту и намеревались захватить главную позицию. Использовали тактику советской доктрины, выстроив танки по кругу. Но мы двигались слишком быстро. Они не ожидали, даже не успели завести свои двигатели. Я увидел командира вражеского танка, он смотрел на меня через плечо. Ужас на его лице был неописуемый. Мы ударили в него с очень близкого расстояния. Есть огромная разница в ближнем и дальнем бою. Одно дело, когда ты подрываешь танк на большом расстоянии, и совсем другое, когда почти в упор. Куски металла пролетают прямо у тебя над головой. Мы уничтожали танки противника почти в беспомощном состоянии. Иракцы выстроили очень грамотную оборону. Да серьезно, у них было предусмотрено почти все. Были резервы, план контратаки, были минные поля, чтобы остановить наше наступление. Но причина их поражения — эффект неожиданности в нашей атаке. Несмотря на хорошо укрепленные иракские редуты, группа «Орел» прорвала оборону, заняла позицию, уничтожила более 50 единиц боевой техники. Так закончился первый раунд яростной битвы, которая разыгралась чуть позже на огромном участке фронта.
В 8 километрах на север второй бронекавалерийский полк медленно продвигался через пустыню в условиях разыгравшейся песчаной бури. Группа «Призрак» потеряла связь с группой «Орел». Командование группы «Орел» отправило 2 легких Брэдли на разведку с целью восстановить потерянную связь. Я приказал водителю сбавить ход, потому что увидел небольшие объекты. Что это может быть? Мы посредине пустыни. Скорее всего, это боевая техника, но передо мной в первую очередь стояла задача найти группу «Орел». Может быть, это «Орел»? Или нет? Потом я увидел людей, которые вырастали ниоткуда. Они заводили свои дизеля, и тут появились эти бегемоты, танки Т-72. Они появлялись из своих нор. О, это должно быть наш противник. Я видел, как они зашевелились. Башни стали вращаться, я подумал, черт, где же группа «Орел»? 26 февраля 1991 года, 4 часа дня. Группы «Призрак» и «Орел» 2-го бронекавалерского полка армии США потеряли связь в разыгравшейся песчаной буре. 2 разведывательных БМП «Брэдли» из группы «Призрак» были замечены танками противника. Иракские Т-72 наводили свои орудия в сторону БМП. In doing so, the team run into a platoon of Iraqi T-72 tanks. Я приказал водителю уехать на холм, а потом он прошептал: «Танки впереди», я ответил: «Понял, спасибо». Он снова: «Нет, нет, танки прямо перед нами». «Я вижу их». Он повторил: «Вы не понимаете, танк прямо под нами». Я высунулся из БМП, осмотрелся. Танк и правда был там. Я даже не представляю, что бы с нами случилось, если бы я не приказал забраться на холм. Под нами был Т-72. Я перевел пулемет на ручной режим и открыл огонь, а потом сказал: «Мы просто разведчики. Нам не стоит вступать с этими танками в бой». Я видел, как они зашевелились. Башни стали вращаться, я подумал: черт, где же группа «Орел»? Где они? Мы отступали, пятились. Что еще оставалось делать? А потом приказал сержант Вондерс: «Заряжай ракету». Мы прицелились на Т-72, и я прекрасно видел его силуэт. Так, Вондер, ракету, атакуем танк, который перед нами. Мне в ответ: «Я не могу понять, это может быть группа «Орел». Ты что, не видишь разницы? Эти огромные танки. Почему ты не можешь их различить? Я отдал повторный приказ. Огонь. Он все еще раз проверил через все приборы, потом прокричал: «Вижу танк Т-72. Огонь!» Противотанковая ракета ТО — это самое мощное и точное оружие БМП «Брэдли». Она наводится и управляется по проводу, способна поражать цели в радиусе до 3000 метров. Тут я осознал, что еще 8 таких танков находятся здесь. В тот момент я подумал: теперь эти ребята знают, что я здесь, они явно недовольны мной. Заряжающий прокричал: «Цель вижу, ракета готова», я ответил: «Огонь». Я видел, как ракета вышла из пушки и рухнула в пустыне. Думал: осечка, осечка. И в этот роковой момент я понял, что на меня навели орудие. Еще секунды, и нас не стало. Мы оба использовали 2 свои ракеты. Теперь мы оказались лицом к лицу с 8 танками Т-72. Мэри Беверт сказал: «Нужно срочно отступать». Я ответил: «Уходим. Полный назад».
Перед нами появился еще один танк, и я сказал, мы будем сражаться до последнего патрона. Мы открыли огонь из 25-миллиметровой пушки. Патроны отлетали от башни этого танка. Мой заряжающий прокричал: «Сэр, они отлетают, отлетают!» Я сказал, мы больше не можем отходить, потому что подставим под огонь второй Брэдли. Я подумал, интересно, сколько терпения у экипажа того танка, чтобы терпеть обстрелы из 25-й пушки. БМП М2 Брэдли — разведывательное средство с большей мобильностью, чем у тяжелой техники. Он оборудован 25-миллиметровой главной пушкой, способной вести высокоточный огонь. Чтобы увеличить скорость и дальность БМП, снаряжен броней всего лишь в 25 миллиметров. Брэдли беспомощен в сравнении с могучим Т-72. И тут неожиданно мой штурман прокричал: «Держись!». Второй Брэдли выпустил ракету в танк. Он спас наши жизни. Сквозь песчаную бурю и столбы дыма через все поле боя я увидел несколько Брэдли из группы «Орел», медленно приближающихся к нам. Он подъехал ближе и заорал во все горло: «Там танки!». Я ответил: «Знаю». За несколько минут Хейнс и его товарищи уничтожили по меньшей мере 5 Т-72. Но это была всего лишь малая часть громадной линии обороны иракцев, которая растянулась на 90 километров в ширину и 10 в глубину. На севере группа «Призрак» продолжала приближаться к главной линии иракской обороны. Мы медленно двигались вперед. Когда я говорю «медленно», это примерно как пешком. Танк всегда за собой оставляет колею. Так вот, мы ехали так медленно, что чувствовали в танке колею впереди идущего. Нам мешала песчаная буря. Но мы различали что-то перед собой. Мы разглядели башни танков и понимали, что они выжидают удачный момент для атаки. Тепловизор отлично различал их бункеры, потому что они холодные. Когда люди выбегали из них, мы видели яркие белые силуэты на фоне пустыни. Они перебегали с одного бункера в другой. Потом я увидел, что-то движется. Это точно была техника. Я приказал стрелку открыть огонь по противнику. Через секунду, а может чуть больше, я услышал выстрел с 6-го танка. Мы открыли огонь, все стало взрываться. Я понял, что другой танковый взвод видит то же самое, что я. И мы вместе продолжили атаку. Мы видели через тепловизор клубы теплого дыма и яркие языки пламени над их танками. Я увидел, что люди там что-то делают, и тогда я сказал своему командиру: «Сэр, кто-то специально сделал этот смог. Столько не может быть от одного танка». Я попросил разрешения двинуться вперед и засунуть свой нос в этот смог. Я сказал: «Да, хорошо, приступайте». 4 танка Энди пропали в черном дыму. Это был настоящий Армагеддон. Я видел, что вокруг все горит. Я не знал, где свои, я не понимал, куда мне стрелять, пытался связаться с Энди по радио, и кто-то у меня спросил: «Итак, командир,
Что будем делать теперь? «26 февраля 1991 года, 4 часа 30 минут. В мертвой пустыне на юге Ирака разыгралось танковое сражение между вторым бронекавалерским полком США и механизированной дивизией «Волкана» Республиканской гвардии Ирака. Капитан МакМастер и часть сил из группы «Орел» уже уничтожили огромное количество иракских танков Т-72. Теперь очередь лейтенанта Энди Килгора и группы «Призрак». К этому времени вперед выдвинулось 4 танка Абрамса 7-го корпуса. За мной стояло 110 тысяч солдат, но впереди меня никого не было. Мы двинулись через дым и поняли, что перед нами хорошо организованная линия обороны. Он был там. Он был ближе всего к ним. Он стоял прямо перед этими парнями. Это было как открыть дверь и сразу начать стрелять. Танку Т-72 не было равных в момент его появления. Но тогда он значительно уступал танку «Абрамс», который превосходил его практически по всем показателям. У него была броня против всего вооружения, которое могло быть установлено на Т-72. Оружие «Абрамса» прошивало броню Т-72, как горячий нож масла. У Советов была другая технология изготовления брони, нежели у американцев. Основная броня вешивается вокруг корпуса, поэтому при прямом попадании под башню любого русского танка вся взрывная сила направлена на то, чтобы вырвать башню с корнем. Группа «Призрак» не прекращала вести огонь до тех пор, пока все иракские танки не были уничтожены. Но солдаты «Волкана» не собирались сдаваться. Мы понимали их желание быть хорошими воинами, элитой Ирака. Они вгрызали свои позиции. Они не бросали свою технику, они мужественно сражались. Они не собирались уступать. Они умирали в бою. Американцам нужно было убить всех до последнего солдата, чтобы считать себя победителями. Я оглянулся вокруг и увидел, что на моего соседа наводят оружие. Я видел, как иракец целится из РПГ. Он был примерно в 50 метрах от танка. Он наводил оружие на цель. Стрелок очень испугался, когда увидел, как пехотинец с них целится. Но он справился с собой и выстрелил. Они попали в него, и я стал свидетелем всего этого. Дыра в 120 миллиметров образовалась в груди этого парня. Казалось, что он взорвался изнутри. Тело этого парня взлетело в воздух и вращалось как лист, упавший с дерева. Всего за несколько минут взвод лейтенанта Килгора уничтожил дюжину иракцев, 4 танка и 9 единиц боевой техники.
Когда мы разобрались со всей видимой вражеской техникой, я вышел на связь с командованием, доложил командиру о случившемся. Но он был не очень доволен лейтенантом Килгером, потому что я не сообщил ему о начале атаки несколькими минутами ранее. Я сказал, больше так не делать, или можете застрелиться сами. Но с другой стороны, я понимал, что он принял абсолютно правильное решение, когда двинулся вперед через дым, потому что мы не должны были пускать инициативу из своих рук. Несмотря на тяжелые потери, иракцы двинулись в контратаку с целью остановить продвижение группы призраков. Мы узнали, что их оборона была выстроена на 73-м градусе. Мы двигались вперед, я внимательно следил за тем, что происходит. И вдруг неожиданно я упал. Я упал в кабине перед пулеметом. Я спросил, что произошло? Я посмотрел на своего заряжающего, он что-то кричал мне, но я ничего не слышал, потому что сильно ударился. Я связался с ним по внутренней связи. Что с нами произошло? Он ответил, сэр, артиллерия открыла по нам огонь. Вы не заметили этого момента, потому что упали после резкого маневра. Вы видели эти выстрелы, сэр? Я ничего не видел, потому что был сконцентрирован на телефонной связи. Я должен был знать, что происходит с другими бойцами. Единственная команда по радио — вперед, вперед, вперед. Они поняли, что мы атакуем их с фланга. Они пытались обойти нас в тыл. Это была их ошибкой. Они встали к нам боком. Эти ребята даже не подозревали, что наши стрелки долго тренировались уничтожать движущиеся цели с такой позиции. Я засек 2 танка, сообщил о них командиру. Они выделили 2 Брэдли и 2 танка на их уничтожение. БМП Брэдли совместно с танком Брэдли представляют мощный боевой расчет. Сартиана не упускал цель из видимости. Брэдли выступил в качестве наводчика для танков, и их 120-мм высокоскорострельных орудий, способных выпускать снаряд каждые 4 секунды. Представьте, все, что мы видим, это цель размером с грейпфрут, хотя на самом деле этот танк больше минивэна. Это невероятно. Наши танки поражают цели на расстоянии в 3 километра. Это было потрясающе. К сожалению, Джефф Гарвик сказал, что «Призрак-1, 3» был подбит. По радио установилась гробовая тишина. Его подбил танк, который мы почти уничтожили. Мы даже не думали, что он еще способен стрелять. Я был уверен, что мы уничтожили его ракетой из БМП, но я ошибся. БМП не взорвалось и не загорелось, поэтому экипаж вернулся в кабину. Этот легко бронированный БМП очень похож на Брэдли. Высокоточная ракета «Саба» могла прошить его насквозь и оставить боеспособным. Оснащенный 76-мм пулеметом, БМП способен уничтожить Брэдли. Сержант Чаффи командовал этим Брэдли. Энди повернулся и посмотрел на них. Что за черт? В этот момент второй снаряд попал им прямо в башню. Солдат очень тяжело перенес смерть сержанта Муллера. Все понимали, что могли запросто оказаться на месте тех парней. Этот парень умер за общее дело. Я должен продолжать выполнять приказ.
Битва еще не окончена, мы на полпути. Некогда проливать слезы, нужно продолжать движение. Locating them right now. Roger. Tower scouts confirmed. No change. Still located at the same Black 5. This is Sidewinder. Anyone with a copy? Come in. Битва 73 Истинга кончилась через 90 минут. Потери американцев были незначительны. 1 убитый и 12 раненых. Потери иракцев были колоссальны. Дивизия Таволкана была уничтожена 7-м корпусом армии США. 1000 солдат этой дивизии было убито. Thousands of members of the Talcalna division were killed. Они начинали битву с 2 сотнями танков. Лишь 2 дюжины спаслись с поля боя. После первого наступления мы взяли в плен большое количество солдат. Мы доставили их в командный пункт в одном из Брэдли. Когда мы открыли заднюю дверь, они увидели портрет Эрвина Роммеля, чья тактика и помогла нам победить. Тогда их бригадный командир на прекрасном английском спросил, почему в Брэдли висит картина вашего врага во Второй мировой войне? Один из наших солдат, сидевший в Брэдли, ответил, слушай, почему бы тебе не заткнуться? Если бы читал немного о Роммеле, ты бы не сидел в моем Брэдли. Причина победы американцев не просто победа, абсолютного превосходства над Ираком. Кроется в умении развивать преимущество в нужном направлении атаки. В каждой войне нужно ставить перед собой цели. Прийти туда, напасть на противника и полностью его уничтожить. Это было последнее великое танковое сражение 20 века.